Бывалые охотники считают, что нет хуже травмы в тайге, чем перелом ноги. С переломом и вывихом руки более-менее понятно. Ее можно зафиксировать курткой, кофтой или ремнем и кое-как доковылять до ближайшего населенного пункта или временного укрытия. Учитывая, что переломы таких больших костей могут нести опасность в виде повреждения крупных кровеносных сосудов, а также наступлением травматического шока, выбраться из леса в одиночку практически невозможно. Но и из этого правила есть исключения. Например, история, которая приключилась в 1982 году с промысловиком Владиславом Дягилевым. Мужчина не просто месяц выживал со сломанной ногой в лесу, но и смог выполнить план по добыче, а после самостоятельно выбраться к людям. В сегодняшнем выпуске мы покажем, что же помогло Дягилеву в критической ситуации. Вы увидите, как знание местности, холодная голова и везение помогали охотнику выходить победителем в схватках с недугом, морозом и дикими зверями. А если досмотрите выпуск до конца, узнаете, как добытчик смог доказать, что ломал ногу и выиграть спор с приятелем. Поехали! Сезон 1982 года для штатного охотника совхоза Нелькандья Владислава Дягилева начинался неплохо. Когда выпал первый снег, добытчик начал охотиться по первопутку, и прямо около охотничьей избы удалось застрелить взрослую самку оленя. Так он обеспечил себя мясом на половину промыслового сезона. Везло и с более мелкой дичью. Мышей, основной пищи пушного зверька, почти не было. Соболь как будто сам лез в капканы. Дягилев старался взять как можно больше зверька, пробираясь с капканами в самые труднодоступные урманы. Он увидал взлетающего слухаря. Дягилев прицелился и уже почти нажал спуск, как огромная птица снялась с сучка и перемахнула на 150 метров в сторону. Охотник с мелкашкой наперевес двинулся по рыхлому снегу. Начал перелезать валежину, неудачно наступил на сук, тот подломился, и Слава полетел лицом в сугроб, застрявший между стволами деревьев ногой. Раздался резкий треск, жуткая боль пронзила голень и отдалась в бедре. Следом пришел ужас. До ближайшего жилья 180 километров, до соседа с рацией около 80, до базовой избы 30 километров, а переходное зимовье с минимальным запасом дров и продуктов в 3. Слава снял валенок и осмотрел поврежденную ногу. Она синела и распухала, видимых повреждений не наблюдалось. Стало быть, закрытый перелом. По ощущениям Дягилева, температура была около минус 30 градусов по Цельсию. Остаться на месте означало верную смерть от холода, и добытчик начал действовать. Сначала он дотянулся до ближайшей тонкой лиственницы и срезал ее ножом. Опустил штанину, надел валенок и приложил с обеих сторон голени по палке. Это помогло слабо, тогда Слава вырезал еще 2 палки из другого деревца и тоже примотал их к ноге, так, чтобы они обхватывали голень снаружи, как опалубкой. При подозрении на перелом голени очень важно наложить из подручных средств шину для фиксации голеностопа. При этом надо учитывать тот факт, что кровообращение в конечности не должно прерываться, а чувствительность должна сохраниться. Иногда просто не помню каких-то шагов. Боль целиком захлестывала, аж глаза не видят. Шаг сделаю — стою. Шаг сделаю — стою. До избушки добрался уже затемно. 2 вещи меня выручили. Я когда ту зимушку строил, все продукты в избе лежали. И дрова я приготовил заранее, вместе с растопкой, сложил у печки. Но больше всего выматывал боль в ноге. Иногда она как будто раскалялась до красна, и этот жар не давал Владиславу спать. Порой он просто проваливался в какое-то очень тяжелое болезненное забытье. На счастье, под потолком избы хранилась потрепанная аптечка, которая досталась Дягилеву в наследство от его предшественника, Витьки Бубера, который и обустраивал этот участок в начале 70-х. Через день, когда стало очевидно, что начинается жар, Владислав решил разобраться с лекарствами. При тщательном рассмотрении в запасах нашлись 2 упаковки аспирина, 2 анальгина, бисолол, стриптоцит, коробочка тетрациклина, 2 пузырька йода, индивидуальный перевязочный пакет, 2 стерильных пакета и горчичники. Владислав решил действовать. Проглотил с горячим чаем 4 таблетки тетрациклина и добавил 2 аспирина, после чего снова заснул на полдня. Конечно, его рецепт не стоит воспринимать как рекомендацию к действиям, ведь самолечение антибиотиками небезопасно. На следующее утро его трясло как от озноба, страшно болела голова. Но, странное дело, чувствовалось общее улучшение состояния. Вечером Дягилев повторил прием тех же таблеток и снова забылся.
Ночью его мучили кошмары. Изба заплывала льдом, вмораживая его в наледь. На относительно свежую голову Владислав поглядел на гору дров и понял, что при экономном использовании ее хватит еще на неделю. Поел дежурного блюда мясного бульона с вермишелью, потом начал править инструмент, что было в зимовке – топор и пилу-ножовку. На следующее утро нога приобрела такую же температуру, что и весь остальной организм. Кружилась голова, во всем теле чувствовалась слабость, но это была та слабость, которая означает начало выздоровления. В конце января Владислав, потихоньку хромая, выбрался на зимник. В балке переходнушки его встретил приятель. Дягилев похвастался удачным сезоном, а после рассказал, как в начале промысла сломал ногу. Коллега поглядел внимательно на его узел с пушниной и поднял добытчика на смех. Товарищ не поверил в рассказ о приключениях Дягилева даже после того, как тот показал ему голень, на которой была весьма заметная костная мозоль. Обиженный Владислав предложил поспорить на ящик водки, и второй охотник согласился. Вернувшись в поселок, Дягилев пошел на обследование. А когда результаты рентгена были обнародованы, все вышедшие из тайги промышленники пили неделю за здоровье и изворотливость своего коллеги. Дорогие друзья, на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. На прощание напишите в комментариях, что в этой истории показалось полезным именно вам. Может быть, вы тоже получали травмы во время охоты или турпоходов. Напишите в комментариях, что вы делали в таких случаях. А еще не забудьте подписаться на наш канал и активировать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Мы будем очень признательны вам за лайки под этим видео. А с вами был канал Ямал Медиа. До новых встреч!